Так, ребят, всем привет. Это сборка карт. Да, это не просто видосик. Сейчас буквально минуточку я вот здесь на горочку поднимусь. Просто что-то думаю, да, запишу сборку карт. Зашел так еще раз проверить, все ли нормально работает. Блин, затянуло прям. Я вот здесь вот прям буду нарушать. Вот здесь вот притормозим. Сделаем вот так вот. Вот такой вот у нас будет вид. Симпатичный. Такая поздняя осень в Европе, друзья мои. Так, ну что, приступим. Давайте все-таки к сборке карт перейдем. Итого. Ну, конечно, с чего начать? Начнем с того, что буквально пару дней назад, да, у меня вышла сборка карт именно, скажем так, по России. Все наши там русские, Транссибирская магистраль, начиная, да, и далее. Пока, ребят, не беру во внимание Off the Grid еще некоторые, потому что коннекторов нет нормальных, поэтому на любителя хотите ставьте, оно тоже работать будет, но не сейчас. Сейчас вы можете заметить, что у нас промоц появился, промоц у нас обновился, кроме Middle East. То есть пока у нас вот этот участочек от промоцев, он не сделан. И как вы можете видеть, у нас небольшая такая пустота, да, получается именно соединением с картой Южный регион. Пока, ребят, нет ничего такого работающего. Вот. Мододелы пока над этим работают. Короче, тавтология. Греция, естественно, у нас уже есть. Грецию я официально купил, да, и, соответственно, у меня официальная версия, то есть игра Steam. В Steam, понимаете? Вот, чего как бы вам и рекомендую, но тут то, на что гораст. Так или иначе, сборки карт, разницы нет на официальной версии, если они работают и все замечательно, и поверьте, они будут у вас работать и на пиратской версии. Вот, как-то так. Значит, как вы можете видеть, Raw Extended я тоже добавил. И почему добавляю, объясняю еще раз, чтобы не было каких-то там пустых участков. То есть, по возможности, по максимуму сухопутные все пути, чтобы забить, да, дорогами. Вот, и, соответственно, как бы сюда у нас добавился только промоц, и, собственно, об этом я вам сейчас и хочу поведать. Ну, там еще пару карт. Сейчас все увидите своими глазами. Давайте перейдем, значит, в менеджер модификаций. Сразу сделаем вот таким вот образом и снизу вверх. Снизу вверх, почему, да, в игре так объясняется, в файлике, где вы будете скачивать эти карты, там, в принципе, тоже так же, только сверху вниз. Но это 1, 2, 3, 4. Как бы я считаю так, может быть, у вас что-то по-другому, да. Ну вот я, допустим, открыл, у вас пустой менеджер модов, и, пожалуйста, вы начинаете с первого. Первое, второе, третье, четвертое. Вот и получается в менеджере модов снизу вверх, а когда вы скачиваете, у вас все по порядочку. 1, 2, 3, 4. Так, давайте, значит, начнем. Начнем с чего? Начнем мы с того, что вот в самом начале, да, вот в этом месте Сибирь мап бывает ставят в самый низ. У меня же, как вы видели, да, вот оно было выше. Без разницы, давайте попробуем так. Я обычно вот по-своему ставлю. Сейчас наглядно для того, чтобы как бы многие, и как рекомендует, собственно, сам автор карты, что Сибирь должна быть в самом низу. Закончили на этом. В предыдущей сборке там по-другому. Но, тем не менее. Значит, Сибирь мап у нас 2.9.2 обновленная для версии 1.53, соответственно. Следом идет Казахстан от промодов. Это Assets, Dev. Обязательно фиксик Сибири. У нас соединение Сибири и Казахстан от промодс. Дальше пока уже известные Киров, значит, у нас Киров бесплатный 1.6, Алтай мап. Алтай мап у нас, кстати, 1.6.1. Она
играется на 1.52, на 1.53, хотя она как бы не адаптирована, она вообще была сделана под 1.51. Но тем не менее, она свободно запускается, проблем вроде бы с ней нету никаких. Ждем, скоро по-любому обновится. А может быть, я чего-то не знаю. В любом случае, обновится, замените, поставите, не знаю, там, более высокой версии, все будет работать, ребят. Так, Транссибирская магистраль у нас версия 1.5. Пожалуйста, обновленная или адаптированная, кому как удобно, под версию игры, значит, 1.53. Соответственно, мы также посмотрим сейчас конкретно на сегодняшний день, какая у меня версия игры. Вот, а это 1.53, там и много-много, там еще названий всяких. Так, соединение дорожное. Сибирь-Мап с Транссибирской магистралью. Все правильно. Дальше Южный регион 13.0 с официальной группы ВКонтакте с Южного региона. Единственное, что от Jerry Master Fixes вышел фиксик на Южный регион. И вы знаете, почему? Я, кстати, попробовал его. Я попробовал официальный фикс от Южного региона. Есть проблема Именно встретилась она мне как раз-таки, опять же, в Южном регионе. Это 100% из-за сборки. Вот, пока не знаю точно, с чем это связать, но на некоторых знаках, ребят, там шрифты, в общем, все расползаются. Не сильно-то приятно, вы знаете, но, блин, пока, если кому-то известно, если кто-то исправил эту, так сказать, это недоразумение, да, вы мне, пожалуйста, там напишите где-нибудь в комментариях в группе ВКонтакте или что-то так вот. Следом идет Волга Мап 1.52 и, собственно, наш промоц. В принципе, по промоцу никаких изменений в порядке, да, нигде нет. Я всегда так ставил, как бы у меня всегда все работает. Итак, Assets, дальше идет модель. А что это? Ну да, вот это косяк. Ну, видите, и то работало, запускалось. Но проблемы из-за этого могли быть. Итак, Assets. Дальше у нас модель 3.2.1 Media, Map, Dev, DLC Support. Также обязательно ставим фиксик. Фиксик мы скачиваем. Ссылочки, естественно, все будут в описании. На сайте, по-моему, трак-мод, что-то такое. Все ссылочки оставлю. Как обычно, сделаю все в таблице, ребят, чтобы вам ничего не искать. Сюда же добавилась Юде Франс. Также добавлено The Gold Norch Map. Но так как я туда еще не добрался, возможно, нам понадобится вот такой вот, тоже он так называемый фиксик. Вот, но вылетов у меня нет, я прокатился, поиграл как бы в некоторых разных городах, Южный регион, по Русмапу немножко прокатился сейчас в частности в Европе по Руэкстендеду и Промоцу, и, блин, все работает, надо проверять, как бы все до единой дороги, конечно, я обкатать не могу. Сюда включаем NNMap. М12 Восток также. Следом у нас пошел Русмап. Русмап у меня с группы ВКонтакте, не с каких-то либо других сайтов. Именно с группы ВКонтакте Русмап. Вот. Имейте это в виду, потому что разница есть. И сейчас в сети есть точно так же до сих пор многие пользуются Русмапом версией, если не ошибаюсь, 2.5.1. Вот. Я же настаиваю, наверное, да, ребят, именно обновлять. Не что-то там старое пытаться влепить, вот, а именно обновленное и желательно, естественно, из официальных источников. Вот, к примеру, Русмап. Далее. Тамбов мы сюда ставим, тоже замечательно идет. Небольшое расширение для карты России. Отлично. Значит, у нас Moria Russian Map. 3 файлика, когда скачаете, соответственно, сама карта Russian Map. Далее идет у нас соединение с NN Map и соединение с Русмапом. Вот этот файлик, ребят, вот видите, у меня их 2. Не знаю, можете поставить на любителей. Я пробовал тот, пробовал этот, как бы у меня все одинаково. То есть, вот видите, приписка есть в ВК и есть Страк Сим Клаба скачанный. Вообще разницы никакой абсолютно не вижу.
Централ Россия, проект Центральная Россия, да, у нас небольшие там изменения, именно как бы в русмапе. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Пусть он будет. Row Extended. Начнем. Медиа 4.3.2.1. Обязательно ставим вот этот, ну, я бы тоже назвал его фикс, наверное, да, от именно разработчиков этой же карты Row Extended. Ставится он над всеми вот этими файликами. У кого платно, у тех будет 5 файликов. У кого бесплатно, я качаю бесплатную, ребят. У кого бесплатно, 4 файлика всегда. Так, далее у нас идет Row Extended соединение с южным регионом. И, собственно, гибрид. Гибрид — это Row Extended, RusMap и Promods соединяет. По желанию, в моем случае, ну, я не знаю, я всегда их добавляю и снова добавил. Вот, адаптировано под версию 1.3 от, что у нас там, шведские Исландские острова. Всегда ставлю. Также можете видеть, у меня модов уже много-много наставлено. И по профилю скажу, профиль старый. Также на этом профиле на сегодняшний день единственное, у меня не хватает Польши. Когда карта выйдет, я ее добавлю и тоже обязательно сниму. Но не факт, что сам буду ей пользоваться, честное слово, потому что на версии игры 1.52 с Польшей были проблемки в пару местах, и никак я лично не смог их решить, там и всякие файлы там переставлял и все, то есть там были косячки. Надеюсь, что разработчики это увидели и они это исправят, но надо будет проверять, когда, собственно, выйдет само обновление Польши. Вот, по желанию ставите Jerry Fullscreen. Хотите, не хотите, рекомендую подложечку именно вот такую. Ранее мы использовали там что-то 3.1, но она была как бы бетка. И она тоже, ребята, работает. С ней тоже ничего не съезжает. Ну, как бы данная карта, данный модик, он всегда обновляется. Поэтому почему бы нет? Рекомендую. Рекомендую именно вот такую вот карту. Тоже также ссылочки все останутся в описании. Вот, скажем так, сборка, обновление этой сборочки не совсем такое уж прям шикарное, большое, да, но люди спрашивают про модс, и, собственно, я сам тоже люблю про модс, карты, как бы всегда стараюсь, вот просто всегда стараюсь их впихнуть в свои сборки. Опять же, я говорю, для расширения, скажем так, территории, да, сухопутной, по которой можно покататься, да и делают они добротно, вот, рекомендую. Вот так вот, пусть видео будет коротенькое, небольшое. Еще на сегодняшний день много, ну, на самом деле много чего не вышло, ребят. В связи с тем, что вот Греция, как бы, да, как говорится, разработчики снова сломали игру. Вот, добавили работы мододелом. Много-много там изменений. И Грецию, ребят, ну, рекомендую купить. На сегодняшний день она не для всех карт обязательно. Но, думаю, после следующего обновления она будет именно обязательной точно так же, как и предыдущая. Уже для любой сборки она, то есть, должна будет быть у вас. Поэтому пробуйте, успевайте, смотрите, сейчас есть новогодние скидки в Стиме. Возможно, сейчас она продается. Я как бы тоже немножко там по скидочке успел урвать. Изначально бандл просто покупал. Собственно, давайте прямо сейчас проверим. Обязательно, да, потому как тут местами я что-то поменял. Вот, применяем все это дело. Я уже сказал, что профиль у меня такой старенький. Катаю не на нем, честно сказать. На этом профиле я в основном тестирую больше. Вот, поэтому дорог, естественно, там мало как бы пройдено. Плюс карта постоянно меняется, поэтому... Я не знаю, вот у кого-то посмотришь, у них всегда вся карта объезженная. У меня, ребят, нет столько времени, к сожалению. Вот, я говорю, я больше, наверное, тестирую. Вот сейчас посмотрим, что у нас тут загрузилось и поменялось ли что-либо там вообще по времени загрузки. Но время загрузки вот сейчас радует. Действительно, один кон был очень долго, там по 20 минут бывало грузилось, и там всякие тоже хитрости уже даже для этого придумали. Сейчас радует, что как-то это очень быстро происходит. У меня последняя загрузка там была, по-моему, вообще минуту 4 секунды. Хотя вроде думаешь, так долго, время тянется. Да нет, буквально 1-2
3 минуты. Ну, плюс все зависит от вашего железа. У меня железо, я говорю, прям такой вообще среднячок, который уже прям напрягается с каждым обновлением, честно говоря. Вот, ну, пока играть комфортно, снимать пока комфортно, я буду это делать. И если будут какие-то проблемки, надо будет думать что-то с обновлением. Вот. Как-то так. Я тут случайно, ребят, чисто случайно, думаю, раз такой снял, карту показал, расстановку показал и выключил запись. Вот. Сейчас продолжаю. Поэтому для вас там, скорее всего, небольшая склеечка будет. Вот, не обращайте внимания. В любом случае, как бы вы видели, я вот нажал применить. Сейчас, собственно, с некоторыми перестановочками, с некоторыми изменениями. Где-то прошляп. Ну, пока тестируешь вот так вот. Причем вроде как сначала тестируешь на одном профиле, потом раз я перехожу на другой профиль, там пытаюсь собрать. Изначально делаю на профиле вообще, где мало, ну, реально мало катаю и очень мало модов. Прям по минимуму вообще, чтобы проверить, сборка запускается или нет, а уж затем методом исключения, как бы я, ну, да, я стараюсь как бы свои привычные старые моды устанавливать, да, при которые мне больше нравятся и прочее. Вот. Блин, все-таки обновление контента, ну, махом, я бы сказал. Так, у меня сбился, не сбился груз? Да нет, я вроде бы здесь же, груз здесь же. И, собственно, ну, вылета никакого нет, да, там то, что я местами чуть-чуть поменял. Карта все та же, ребят, все так же, все замечательно. Сядем за руль. Поглядим. У меня стоит российская экономика, она мне очень нравится. Мод на графику, по-моему, поздняя зима. Да, поздняя зима, ребят, не зима еще, поздняя. Потому как в Европе как-то прям по заснеженным, я не знаю, у них еще столько снега нету. У меня дома столько снега нету. Сейчас как в игре, если поставить это все дело. Ну вот такие дела. Что ж, а вы были на канале Simhouse своими руками. Всем удачных дорог, ни гвоздя, ни желы, как говорится. Пока-пока.